Огни Сеула мерцали, словно бриллианты, рассыпанные по ночному небу. Город гудел от волнения. Слухи распространялись неделями, воссоединение – момент, в который никто не верил, что он когда-нибудь повторится. Тэхён и Чингук – два имени, которые когда-то потрясли мир, вот-вот должны были появиться вместе на национальном телевидении впервые за много лет. Поклонники ждали, словно весь мир вот-вот выдохнет. Сети трепетали от учащенного сердцебиения, быстрых хэштегов, предсказаний, слез, молитв и воспоминаний. Это было не просто появление. Это была история. И никто, абсолютно никто, не был готов к тому, что должно было произойти. Потому что Тэхён собирался сказать что-то, что заставит Чингука остановиться и весь мир замереть. В студии стояла тишина. Слишком тихая. Камеры были наготове, персонал шепчется, продюсеры торопятся, но в воздухе витал несомненный электрический заряд. Даже те, кто не знал, что грядет, почувствовали это, словно бурю перед первой молнией, пронзившей небо. 30 секунд, крикнул сотрудник. Чингук сидел прямо в кресле, одетый в элегантный черный костюм, подчеркивавший каждую четкую черту его взрослости. Но пальцы выдавали его, слегка постукивая по колену. Волнение было вызвано не камерами и не интервью, а мужчиной, тихо сидевшим рядом. Тэхён. В темно-изумрудном пальто с золотыми прядями, с прической, словно у принца из прошлого. Он выглядел величественно, неприкасаемо. Но когда Чингук взглянул на него, он увидел нечто другое, скрытое под поверхностью, мягкость, ностальгию и чувство, которое Чингук пока не мог назвать. Они не разговаривали нормально уже несколько месяцев. Карьера, расстояние, время – все воздвигло между ними стену. Но теперь они снова здесь, плечом к плечу, под одним светом прожектора. 5 секунд. Ведущий улыбнулся в камеру, пока раздавался обратный отсчет. 4, 3, 2, 1. Приветствую всех на этом особенном эфире. Ее бодрый голос разнесся по студии, но зрители ее не слушали. Они смотрели на них. Камеры увеличили масштаб изображения. Мир приблизился к экранам по всему миру. «Каково это – воссоединиться в прямом эфире?» – спросил ведущий. Чингук ответил первым, его голос звучал ровно, но взгляд был мягким. «Это кажется важным. Давно это было. Я скучал по этому». Мягкое заявление. Безопасное. Вежливое. Профессиональное. Тэхён слабо улыбнулся. «Да. Кажется знакомым, как будто мы никогда и не расставались». Сердце Чингука ёкнуло. Этот теплый, искренний тон был похож на тайну, которой они поделились. Их взгляды встретились. Между ними промелькнуло что-то, узнавание, может быть, облегчение. Ведущий наклонился вперед. «Фанаты всегда говорят, что между вами особая связь. Как бы вы ее описали?» Чингук резко вздохнул. Он не был готов к этому вопросу. «Пока нет». Прежде чем он успел ответить, Тэхён заговорил. «Все просто», — сказал он. «Есть люди, о которых ты никогда не перестаешь заботиться». Комната замерла. Чингук замер. Зрители дома замерли. Тэхён не отрывал взгляда. У Чингука перехватило дыхание. Что это должно было значить? Воспоминание? Признание? Предупреждение? Ведущая моргнула, испугавшись. Она не ожидала таких искренних эмоций. Камеры навели крупные планы. Продюсеры отчаянно жестикулировали. Сети взорвались. Тэхён продолжил спокойным, но полным смысла голосом. «Есть люди, которые оставляют след в твоей жизни. Сколько бы времени ни прошло, чтобы не изменилось, эта связь остается». Чингук почувствовал, как пульс колотится в груди. Он приготовился к шуткам, ностальгии, возможно, к дразнящим воспоминаниям, но не к этому. Тэхён говорил откуда-то из глубины, не по сценарию и не отфильтровано.
Тишина затянулась мучительно. «Прекрасно сказано», — нервно пробормотал ведущий. «Чингук, есть мысли?» Губы Чингука приоткрылись, но голос не прозвучал. Он выглядел ошеломленным, он был между эмоциями и шоком. Наконец, он прошептал: «Я не ожидал, что ты это скажешь». Тэхён мягко улыбнулся, почти горько-сладко. «Знаю». Воздух в студии потяжелел, словно сами стены его слушали. Слова Тэхёна эхом отозвались в голове Чингука. Некоторые люди, о которых никогда не перестаешь заботиться. Он сглотнул, сжав пальцы в ладони под столом. Ведущий пытался поддерживать ритм шоу. «Давай поговорим о твоем пути. Твоя карьера после групповых мероприятий была невероятной». Чингук машинально кивнул. Да, это был период роста. Многому научился. Тэхён вежливо улыбнулся. И исцеление. Это одно слово задело Чингука сильнее всего остального. Воспоминания, студия, 3 часа ночи. Чингук расхаживал взад-вперед, расстроенный. Тэхён молча наблюдал. «Не всегда нужно быть сильным в одиночку», — сказал Тэхён. «Я в порядке», — ответил Чингук, не встречаясь с ним взглядом. «Ты так говоришь», — прошептал Тэхён. «Но твои глаза с этим не согласны. Вернемся к настоящему». Чингук выдавил улыбку. Это было нелегко. Все в движении вперед далось нелегко. Взгляд Тэхёна смягчился. Некоторым вещам не суждено быть легкими. Их голосы были многогранны, понятны только им. И тут случилось то, что случилось. Сотрудник протянул ведущей карточку с вопросами от фанатов. Она оживилась, не подозревая, что держит гранату. «Это от фанатов», — бодро объявила она. «Они хотят знать, чего вы больше всего скучаете по совместной работе тогда?» У Чингука перехватило дыхание. Пальцы Тэхёна слегка дрогнули на коленях. Тишина затянулась. Наконец, Чингук тихо заговорил: «Иметь кого-то, кто все понимал без меня». Признание вырвалось наружу, чистое, настоящее, беззастенчивое. Выражение лица Тэхёна слегка дрогнуло. «Мне тоже этого не хватает», — тихо сказал он. «Мне не хватает возможности доверять кому-то без колебаний». Аудитория ахнула. Это был не гнев и не ностальгия. Это была правда. Опасная, человеческая правда. Тэхён слегка наклонился вперед, понизив голос, не для камер, а для Чингука. «Ты никогда меня не теряла, знаешь ли», – прошептал он. Грудь Чингука болезненно сжалась. «Тогда почему мне показалось, что я потерял?» Улыбка Тэхёна дрогнула, не очаровательная улыбка айдола, а настоящая, надтреснутая. «Потому что мы разучились разговаривать», – тихо ответил он. На мгновение мир исчез, ни камер, ни зрителей, ни шума. Только 2 человека, пытающихся навести мосты после многих лет молчания. Студийный свет вдруг показался слишком ярким, слишком навязчивым. Чингук медленно выдохнул, дрожь в груди невозможно было скрыть. «Мы не забыли», – тихо сказал он. «Мы просто не знали, как начать все сначала». Глаза Тэхёна слегка расширились. Чингук уставился на свои руки, его пальцы дрожали. «Никакие отношения не остаются идеальными вечно», – мягко ответил Тэхён. «Иногда ты отступаешь, не потому, что тебе все равно, а потому, что тебе слишком все равно, и ты не хочешь все испортить». Чингук поднял взгляд. Их взгляды встретились. «Я думал, что отступить значит потерять тебя», – прошептал он. Тэхён сделал глубокий вдох, и голос его дрогнул. «Ты никогда меня не терял». По студии пронесся тихий вздох. Чингук быстро заморгал, пытаясь не расплакаться. Но эмоции невозможно скрывать вечно, никогда рядом с тобой сидит тот, кто понимает тебя больше всех. Рука Тэхёна дрогнула, он хотел протянуть руку, но остановился. Эта нерешительность была громче любых слов.
Это не было запланировано, да? Прошептал ведущий. Тэхён покачал головой. Некоторые вещи не стоит планировать. «Мне не хватает общения с тобой», — сказал Чингук дрожащим голосом. «Мне не хватало тебя слышать», — ответил Тэхён. Он был негромким. В этом не было необходимости. Мир все равно это услышал. За камерами продюсеры запаниковали. Что они делают? Это что, эмоциональный контент? Может, вырезать? Нет, рявкнул режиссер. Рейтинги взлетели до небес. Не вырезать. Это история. Зазвонили телефоны. Руководители кричали. Менеджеры замерли. Никто не ожидал сегодня честности, не такой. Не такой откровенный, трепетный, с обнаженными сердцами в прямом эфире. Повсюду фанаты сидели, прильнув к экранам. Некоторые закрывали рты. Некоторые плакали. Некоторые шептали, они что, мирятся? Это было похоже на то, как на экране открывается чье-то сердце. Чингук прерывисто вздохнул. «Я думал, что, может быть, я тебе больше не нужен», – прошептал он. Выражение лица Тэхёна изменилось. Шок, боль, недоверие смешались в одно и то же время. «Что?» «Такого никогда не было». «Ты перестал звонить», – мягко продолжил Чингук. «Ты перестал писать. Ты перестал приходить. Я думал, что сделал что-то не так». Взгляд Тэхёна смягчился, в его глазах мелькнуло чувство вины. «Ты не говорил», — сказал он. «Это был я». «Тогда почему ты мне не сказал?» В комнате воцарилась полная тишина. Тэхён вздохнул, пытаясь успокоиться. «Потому что я не доверял себе», — признался он. Чингук уставился, испуганный, растерянный, внезапно потерявший равновесие. «Что ты имеешь в виду?» Тэхён на полсекунды опустил взгляд, прежде чем снова поднять его. Его голос дрожал. «Я не доверял себе, что смогу быть рядом, не испытывая слишком многого». Слова ударили громом. Чингук замер. Его дыхание с грохотом прервалось. Камеры зафиксировали это. Микрофоны записали это. Тэхён не моргнул. Пути назад не было. «Ты все равно меня ранил», – прошептал Чингук, прерывистый звук, который нельзя было назвать смехом. Слеза скатилась по его щеке. Он быстро вытер ее, сжав зубы. Рука Тэхёна инстинктивно поднялась, наполовину, дрожа, но замерла. Эта нерешительность говорила сама за себя. «Могу я объяснить как следует?» – прошептал Тэхён. «Даже если это здесь. Даже если мы не одни». Глаза Чингука заблестели. «Не думаю, что мы когда-либо были по-настоящему одни», – тихо сказал он. Смысл этих слов обрушился на Тэхёна, как приливная волна, общий мир, общий прожектор, общая тишина. Никогда не личное. Никогда не просто две души. Голос Тэхёна упал до хрупкого шепота. «Тогда позволь мне все равно поговорить с тобой».